Всех моечников в зале на первый пожалуйста, приглашаю свободные. Место всем должно хватить. Уважаемые коллеги, мне очень приятно открыть очередную юбилейную конференцию «Сергеевские чтения» на 25-е. В этом году у нас совпадает со 110-й годовщиной со дня рождения Дмитрия Михайловича Сергеева. То есть она такая знаковая. Вот. Дербент нас встречает прекрасной погодой, солнцем, дисциплинными людьми. И я надеюсь, что конференция наша пройдет вполне успешно. Желаю вам всем приятного общения с вами. Да. Интересных докладов. Я должен сказать несколько формальных вещей. Среди организаторов конференции в этом году официально числится Российская национальная группа Международной ассоциации по инженерной геологии и окружающей среде. Вот. Она числится официально, потому что мы получили моральную поддержку от Международной ассоциации на проведение конференции. Она у нас теперь в числе региональных, можно сказать, плановых конференций Международной ассоциации. И в связи с этим чтобы вы не удивлялись, у нас идет онлайн-трансляция, я должен несколько раз сказать по-английски, потому что не исключено, что коллеги, по крайней мере, из полкома Международной ассоциации смогут подключиться к нашей трансляции. У нас ожидался приезд даже президента моих, но у него не получилось, поскольку единственный разумный вариант проникновения сюда был через Баку, но сухопутная граница с Азербайджаном закрыта. В общем, у нас не получилось логистически решить эту проблему, но тем не менее у нас его выступление состоится. Я должен сказать, что конференция «Сергеевские чтения», она, в общем-то, достаточно особенная. И среди довольно большого числа научно-практических конференций, которые проводятся разными организаторами, наша конференция выделяется своей отчетливо научной направленностью. Мы представляем научные доклады, которые, безусловно, имеют связь, естественно, с изыскательской отраслью, но она такая глубинная. Да, мы пользуемся данными изыскательского сообщества при подготовке докладов. Мы используем наш анализ для разработки новых методик, для нормотворчества и так далее. Но конференция наша носит сугубо научный характер. Она посвящена в этом году региональным вопросам инженерной геологии и геоэкологии. Значит, предыдущие две конференции были посвящены двум другим основным направлениям инженерной геологии, грунтоведению и инженерной геодинамики. И вот теперь региональная инженерная геология. Евгений Михайлович Сергеев не занимался теоретическими основами региональной инженерной геологии, но он был основным колоссальным организатором региональных исследований, которые, собственно, и заложили основу развития региональной инженерной геологии в Советском Союзе. Ну и теперь в России мы в значительной мере пользуемся теоретическим наследием тех ученых, которые выросли на
экспедиционных работах, организованных Сергеем. Такого масштаба, который нам сегодня принесли. Поэтому я считаю, что региональная инженерная геология – это тема научной конференции, которая вполне может быть посвящена работе, жизни и достижениям Евгения Михайловича Сергеева. Позвольте объявить конференцию открытой, пожелать всем интересного участия. Ladies and gentlemen, dear colleagues, this conference, Sergei Meetings on Regional Engineering Geology, is run also under the auspices of the International Association of Engineering Geology and the Environment, with the participation of the Russian national group of this association. And so I'm especially thankful to the Council and to the Executive of the Association for the support of this conference, and especially to the President of Association, Professor Vassilis. And I hope that our colleagues can connect to this conference via the provided link and could hear at least part of our presentation. Most of them, of course, will be in Russian, but the first presentation which I have to announce will be in English. Ladies and gentlemen, the presentation by Professor Marinas, Acting President of the International Association of Engineering Geology and Environment. Dear Chairman of the Scientific Council of the Russian Academy of Science on Problems of Geology, Engineering Geology, and Hydrogeology, Academician Dr. Ozipov. Dear Co-Chairman of the Organizing Committee of the 25th Sergei Readings and Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Director of Sergei Institute of Environmental Geoscience, Professor Kozesnetsky, and dear friend. Dear members of the Russian Academy of Science, dear colleagues and friends, I would like to welcome you all to the 25th Sergei Readings Conference of 2024. I would like to give you my apology for not attending there in person, but the circumstances did not allow me to be there with you in physical presence. However, I would like to give you a very short presentation by video for IAG and our strategy and vision for the future. First of all, our definitions for engineering geology is a science devoted to the investigation, study, and solution of the engineering and environmental problems which may arise as a result of the interaction between geology and the works and activities of man, as well as to the prediction and of the development of measures of prevention or remediation of geological hazards. I understand that this is a definition, but it is very important to highlight this and update that with the present situation in the geoengineering society. And you know that during the past we have been in constant discussions with other geoengineering specialties like soil mechanics, rock mechanics, and geoenvironmental engineers about how engineering geology is interacted with all these disciplines. And all these are, let's say, efforts in order to highlight various engineering geology towards a geoengineering problem in construction or in design of engineering works or in remediation of geohazards or facing geoenvironmental problems. So you see how this was developed and interacted, and this is the latest, let's say, figure of engineering geology
within the civil engineering, geoengineering, geotechnical engineering, and geoenvironmental disciplines. And another one, a diagram showing the position of soil mechanics, rock mechanics, and engineering geology with a broader field of geoengineering. This is a constant effort of us engineering geologists in order to highlight our presence, our works, and our importance in all the assessments. I have added some special more, let's say, efforts we have done in the last decades, evolution of how we use remote sensing tools, detailed mapping of slopes, millimeters many times, in order, for example, to analyze and mitigate geohazards, or to have all these tools towards an engineering problem. And yeah, we have done a lot of steps there in detail, safer tools, faster tools, and I'm just adding them in order to highlight, yes, all these steps and developments. I have seen the things that you have a special also topic for these issues. But I just wanted to highlight that all these are very, very important, powerful tools, but should not replace any, let's say, geostatistical analysis of laboratory input test, a geotechnical classification value of GSI, RMRQ, or other systems, a tectonic diagram generated automatically, thematic maps derived from UAV, LiDAR, GIS, satellite images. They cannot dominate any other judgment and cover all our works and tasks. It always takes geological insight from one engineering geologist. This is what I wanted to transmit as a message. And the geological model is of primary importance in the planning of engineering projects. We should not forget about that. Our great advantage within this geoengineering broad society is that we are able to answer how is the ground and how the ground works and how we classify and quantify the ground types. So we should not put a flag only in an achievement to put numbers in geology and forget about all the main aspects of the geological model that can give you the answers of failure mechanism and all the realistic modeling that should be implemented. And yes, we have powerful tools, big increased capacity to design and construct more efficiently and reduce uncertainty and the acceptable remaining risk. We definitely are not at the end of this route. We have always an impossible answer to many of the problems associated with the work and great degree of accuracy that characterize other sectors of geoengineering. And this is due to the spatial distribution of the geomaterials with a certain or fuzzy origins, a dependency of the geological evolution. A big number of parameters with a broad dispersion of values, often for the same geomaterials, difficult to test. And many times the laws of behavior are still approximate. That's why it is obvious why the geological judgment for assessing the parameters and the behavior of geomaterials must be always present and why it's so important. So I have to revisit our engineering geology core values here. An engineering geologist is first a geologist, so he must first appreciate, detect, and transmit this geological importance. So let's go to our history very, very fast. We are celebrating 60 years, 2024, and IEG started in 64, and right now we are in 2024, and these are some milestones we have achieved during the years, and some photographs, and you see the photographs below the council meeting in Moscow in 1984, so 20 years after the birth of IEG. And you can see among the other participants, Victor Osipov there below, and other IEG officers at that time, or very, very active people in our society, and some other historical photos with meetings, and of course,
towards honoring Evgeny Mikhailovich gave our IEG president from the 1978 to 1982. And he was the founder of the Scientific Center for Engineering Geology, definitely Geoenvironmental at the Russian Academy of Sciences, and that's why he has the prestigious now name of this conference that we celebrated the 25th now conference. But I would like to highlight that internationally he was also a legendary person, not because he was an IEG president, but also because he really was involved in the conception of IEG, and he played an active role in the development of the association together with his colleague and friend Marcel Arnoux. And for the first time at the International Geological Congress in Paris expressed the importance of extending engineering geology field study to include environmental problems that came into our association, and our name changed from engineering geology to engineering geology and the environment. And in 1986, he was awarded with the highest award of the International Association with the Hans Stoss Medal. And you can see some very nice pictures from symposiums all over the world. And in Rossi in 1971, on the top right, with Marcel Arnoux and other officers. The president also here in Nottingham in 1996. Unfortunately, at that time, the past IEG presidency was deceased. Just also to honor the other presidents. And our International Association for Engineering Geology and the Environment is a member of the wider federation of geoengineering societies with soil mechanics, with rock mechanics and geosynthetics. So we forming this federation, and we also have some joint technical committees which we are working, and right now the JDC3 education and training is under the IEG leadership. Our mission is to promote and encourage the advancement of engineering geology through technological activities and research. The topic of this conference, to improve teaching and training in engineering geology, this is a primary importance for us in these 4 years of my presidency. Collect, evaluate, and disseminate the results of engineering geology activities on a worldwide basis. And our executive committee from 2023 to 2026, you see here all the members, and photos of an IEG council meeting last September in Chengdu in China. And let's go towards the future, our strategy. First of all, our main strategy is to grow IEG with new and young members. We have a lot of membership, I'm going to show you afterwards, but our principal efforts will be to attract the young engineering geologists to the association and to improve membership service, communicate, increase networking within our society. You see right now our membership in regional areas in Europe remains the core, let's say, regional area of IEG, has the most members, has the most national groups, with a total members of reaching up to 5,000 members. And you see here how all this develops from 64 to 2013, and now 2024 with 70 national groups and regional groups all over the world. Of course, you see areas that we really need to reach and attract them to the association and give all the platforms in order to develop and increase their visibility. You see here our membership throughout the years and how all this fluctuates. And now we have been constantly increasing
we need to really understand and achieve how membership in an international association could improve training, educational in our members, in our young members, but also networking and to reach all the scientific, let's say, fields and all it's a broad fields of interest, engineering, geology, and environment. So we need to reach to all these fields of practices and education and professional development. This networking can be done with seniors, but also with young engineers, towards education and training, scientific advancement, and professional development. As I told you before, we have a specific now strategy. We definitely need to see the trend of deviation of engineering geology internationally. And what happens so often to geology, in engineering geology, we should not be failing and losing character with our core topics for engineering geology. So we need to ensure a good understanding and knowledge of geological processes and provide guidance and promotion of developing geological models and mediums by using all the new trends and technologies we have in our arsenal right now. There are new fields we need to promote and establish under our umbrella: geohazard, environmental and climate change topics for sure. Our strategy plan follows framework. We classify priorities. We assign short and long-term goals, and we have intermediate methods in order to see where we stand and how we have achieved the short-term and medium and long-term goals. And we have our new posts in the executive committee, and all these were approved in the January 2023 council meeting. We have a new position in the IAG administration of vice president, which is for young engineering geology. So we don't just give a voice, we give also a vote in the executive office. And we have a new ex officio members in women in engineering geology in order to highlight the presence of the women there. But you need to find also a step to the international community for the young people through YEG, the Young Engineering Geology. So this is a step to belong to the Young Engineering Geology community. Among other professional youngs are up to 40 years old. So you see here networking and different kinds of conferences, regional or international conferences. There are special sessions for young engineering geologists, and you see here benefits, funding, sponsorship, and representation of the young engineering geology community. So we give budget, we also give voice, we give also a clear voice in the executive by voting. So you really need to search this through the YEG platform. Also, IAG established an equity, diversity, and inclusion policy in order to ensure the gender equality, racial diversity, and this was presented and approved in the Council of 2023. This will be developed. And again, women in engineering geology, we need to increase the women's participation in the association, beginning with representation in the Executive Council, as I said to you. We have developed a new website, a new social media, an online survey, and we have a newsletter, a key connector. We are preparing a lot of colorful infographics in order to promote engineering geology worldwide to the society, to the remedial measures, managing of geohazards, and of course our core topics in engineering geology.
And why become a member again in IAG? I have already told you in the previous paragraphs, but here we support career development and presenting to all members in new practices, training technologies, methods, and engineering through our webinars, through our courses that we are planning for the next year, and of course career days, special lectures, webinars, but also personal meetings. Here is our social media, so you can Google search, and we have an online survey of IAG through the website. You can find and give us your feedback. We have a newsletter, 4 issues per year, reporting all the IAG activities all over the world, and weekly IAG connector, and we have also our official journal. From 1970, which was our first bulletin in engineering geology, now we have a digital only now version, and Springer is our publisher, and there are no printed, all our IAG members can reach now this bulletin. The impact factor is constantly rising. We are now over 40, and this is due to the very great work of our past editors, but also our new editors, Louise Wong and Ariel Dalmachu from Hong Kong and India. We have now an official IAG summer school. This will be the 3rd summer school that will be held in Austria, in Italy. These are photos from past events. There are no registration fee. The IAG are supported also financially through our Solidarity Fund. You see here in 2024, the Natural Hazard Society, impact and risk from theory to practice, identification, assessment, and remediation. You see our technical commissions. We have formed a technical oversight committee. We have posed at least 4 inactive ones. We strengthen the communication with the active ones and encourage community activity by preparing special issues to our bulletin. And we have also preparing now a special issue, the bulletin for the celebration of the 60 years. Here you can see a nice map of our commissions right now, active commissions in IAG, and our joint commissions also with our sister societies, and we are now running the JTC3 education training for the next 4 years. We have our board, Hans Kloss, Arthur Marshall, Richard British Prize. We have the Paul Marines Distinguished for 2 lectures that was announced last year, and now this will be the first year that we will have announced the winner of the award. We had a lot of nominees, and we are very happy about that. We gave the honorary members award to Giorgio and Paolo Elijah for being the web editors of IAG for more than 20 years. Now we have a new web editor, and we have the new awards and establishments, best performing national group, the IAG award, the best reviewing bulletin, and an outstanding commission award. IAG support research through some programs, the Deep Time Digital Earth of IEGS, International Consortium on Landslides, and the International Research Program IPR of IAG. There is no funding there, but there is a strong urge for communication of different institutes or universities. So IAG gives their support and their official, let's say, endorsement. Celebrating the activity of the 60th anniversary of IAG in 2024, we have launched a new IAG logo. A celebration video will be developed, projected this year, and promotional material, videos about promoting engineering technology worldwide. This is very, very important for us to the engineering society.
a publication of a special issue, as I told you, and celebration activities to all regional conferences in 2024. The congresses in 2023 was already achieved through our executive office. In the 2024, we had a regional conference in Kuala Lumpur last February, and we have now 2 more regional conferences. 2025, we will have 2 regional conferences in South Africa and Bangladesh, and in 2026, we will have the World Congress. So our next meeting, the official council meeting, will be in Croatia, in Dubrovnik. So we all wait for you in October. This will be a perfect place to celebrate 60 years of IEG, and also to reconnect presence, natural presence with all of you. So we're really looking forward to see you. You can still contact them for our chats, though the deadline was last week, though I urge you to contact with the organizing committee in order to seek a better scientific contact there. In Latin America, in November, we will also have a regional conference for Latin America and South America. And in Delft, 2026, as I told you, we will have our World Conference, which happens every 4 years. This is just a video for you. There exists a global community committed to advancing the frontiers of engineering geology. Until IEG 60, the pinnacle of innovation and exploration in engineering geology. For 6 decades, the International Association for Engineering Geology has been at the forefront of driving progress in our field. Join us as we celebrate our diamond children. IEG 60 promises to install technology and empower. So this was a teaser video for what we are preparing as a video for the 60-year celebration, which will be presented in Dubrovnik next October in Croatia. Now, I think my video contact with you, I would like to express our appreciation to the organizing committee for the great work in organizing the 25th Sergei Readings, especially to the co-chairs, Dr. Ozipov, a great member in IEG community, of course, Professor Eugene Bolesky, and all the other members of the program committee, of the organizing committee. We really thank you for all your efforts, and I really wish you a great 25th Sergei Readings Conference 2024. I would like to extend my also invitation to all of you to come naturally to our next regional conference and World Congress and see you and belong to this wider community of IEG, of engineering geology and the environment. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Vasilis, for your brilliant speech, for summarizing important issues of the association and engineering geology in short and simple words. Thank you. Мы продолжаем нашу пленарную секцию. И предваряя следующий доклад, я хочу сказать, что любая наука формирует свой теоретический базис путем преодоления незнания, путем преодоления возникающих и существующих в них научных проблем. Это такой итерационный, пошаговый процесс постепенного преодоления и накопления знаний. И в
в части региональной инженерной геологии проследить этот путь формирования теоретического базиса современной инженерной геологии мы предлагаем вам с помощью доклада ведущего ученого в этой области, крупнейшего исследователя, профессора Московского университета Виктора Петровича Трофимова. Он, к сожалению, не смог приехать сюда лично, но записал для нас видео. Прошу внимания, пожалуйста. Дорогие коллеги, я приветствую вас всех в злачном городе. Я был первый раз в 1953 году. Сейчас он, конечно, резко изменился, и вы видите этот очень своеобразный, очень красивый город. Я желаю вам хорошо провести и время заседания, и свободное время вечерами. Там есть что посмотреть, чему удивиться. Увидите красивых дам, которые где-то совсем не как вы в Москве ходите полуголыми, а там все строго. Увидите красивых мужчин. Мне больше нравится, когда они без бороды, они выглядят вообще красавцами. Ну, даже с бородой ничего. Успеха вам всем! Ну, спасибо хозяину Илье Ивановичу Вознесенскому, который поднял этот вопрос на современном этапе. Мой доклад называется «Развитие теоретического базиса региональной инженерной геологии от исходных позиций Ивана Васильевича Попова к современному состоянию». Наберитесь терпения, и минут 20-25 я буду вам докладывать содержание этого доклада. Региональная инженерная геология – самое молодое научное направление инженерной геологии. Последняя, как самостоятельная геологическая наука, сформировалась в СССР в первой четверти 20-го столетия. И на первом этапе развития включало только два научных направления, говоря современным языком. Это грунтоведение и инженерная геодинамика. Региональная инженерная геология в таком статусе была признана позже, то есть в конце 50-х годов прошлого века. Ее развитие автор выделяет три этапа. Начальным этапом или этапом зарождения считается период до 1950 года. Второй этап развития региональной инженерной геологии охватывает период 51-78 год прошлого столетия. Заканчивается он, по моему мнению, выходом в свет восьмитомной монографии инженерной геологии СССР, в которой был вообще огромный накопленный фактический материал по инженерно-геологическому истории страны. На этом этапе региональная инженерная геология заняла прочное место в инженерной геологии как самостоятельное научное направление, вставшее в один ряд с грунтоведением и инженерной геологией. Применительно к изучению инженерно-геологических условий Земли в целом. Доказательством начала проведения региональных инженерно-геологических работ в конце первого периода является осуществление с середины 40-х годов крупных работ на территории европейской части СССР Кавказа в связи с проектированием и строительством гидросооружений. Это дало новый толчок развитию третьего направления инженерной геологии, призванного выполнять инженерно-геологическое изучение крупных территорий, составлением инженерно-геологических карт и комплексных характеристик их в инженерно-геологическом отношении. В 50-м году под редакцией Ивана Васильевича Попова вышло в свет двухтомное методическое руководство инженерно-геологические исследования для гидротехнического строительства. Составленный коллективом сотрудников Треста гидроэнергопроект и Московского геолого-ответственного института имени Сокола-Жемчужина. Эта работа в 1952 году оценена Сталинской премией Советского Союза. В этом методическом руководстве развивались идеи, сложенные в ряде
инструкций, составленных ранее под руководством Ивана Васильевича Попова, а также были рассмотрены основы инженерно-геологического бронирования территорий. Дана схема инженерно-геологической классификации пород для карт всех масштабов, соответствие которой на мелкомасштабных картах могут быть показаны формации на среднемасштабные геологические комплексы, на крупномасштабные петрографические типы, на детальных инженерно-геологические виды пород. В руководстве дана характеристика геологических процессов. И вот что самое главное, впервые сделан региональный обзор инженерно-геологических условий территории СССР применительно к требованиям гидроэнергетического строительства. Изложена методика исследования на разных этапах изысканий. Иван Васильевич отметил, что поручение гидроэнергопроекта осуществить в конце 40-х годов районирование европейской части СССР Кавказа для целей проектирования небесно-средних рынков было признанием практического значения региональной инженерной геологии. В итоге к концу первого этапа оформились исходные теоретико-методологические положения региональной инженерной геологии. Было признано, что задачи этой области инженерной геологии выходят за рамки обыкновенной инженерной динамики и требует специального развития. Эта позиция была реализована Иваном Васильевичем Поповым в первые десятилетия второго развития региональной инженерной геологии. Он создал лекционный курс, который читал студентам гидрогеологического факультета Московского геологоразведочного института. А с 1954 года студентам специальности гидрогеологии и инженерной геологии геологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1961 году Иван Васильевич опубликовал учебное пособие инженерной геологии СССР, часть 1. Общие основы региональной инженерной геологии. В этом произведении им были рассмотрены следующие позиции. Региональные и зональные факторы инженерно-геологических условий, изучение формации по значениям инженерной геологии, инженерно-геологическая характеристика пород некоторых формаций коренной основы территории СССР, технические основы инженерно-геологического районирования территории СССР, районирование территории европейской части СССР по признаку характера поверхностных обнаружений, гидрогеологические условия, как региональный и зональный фактор инженерно-геологических условий, метектоника, геоморфология, современные геологические процессы, как региональные и зональные инженерно-геологические факторы. По существу в этом произведении были впервые сформулированы общие теоретические позиции рассматриваемого направления инженерной геологии. Именно поэтому Иван Васильевич Попов справедливо называли и называют основателем региональной инженерной геологии. Хотя, добавляю, он внес выдающийся вклад и в развитие грунтоведения, и в развитие инженерной геодинамики, говоря современным языком. Ну и впервые вообще сделал обзор по методике инженерно-геологических исследований. Региональная инженерная геология как наука развивалась от исходных позиций, сформулированных Поповым. И крепил фундамент тысяч исследователей, их работы в экспедициях, в лабораториях, в процессе жарких споров и дискуссий, в публикациях на совещаниях разного уровня. Характерной особенностью рассматриваемого этапа было широкое развитие в 50-х, 70-х годах планово проводимых масштабных экспедиционных работ практически во всех регионах Советского Союза, которые проводились многими научными и производственными организациями различных видов страны. Информация этих работ служила базой развития теории и методологии третьего научного направления инженерной геологии. Именно в это время была изучена роль изогена и теплоэнергообеспеченности формирования инженерно-геологических условий. Показана их открытость как система, установлена зональность инженерно-геологических условий и глобальное проявление. Были найдены учеты зональности при типизации инженерно-геологических условий и осуществление инженерно-геологического районирования крупных территорий. Наконец, куда были поставлены вопросы о необходимости выделения инженерно-геологической информации
нецелесообразное изучение феномена формирования инженерно-геологических условий земного шара. Какие же новые теоретические позиции были разработаны в новом этапе развития региональной инженерной геологии и вошли в состав современного геотеоретического базиса? Перечислим наиболее значимые из них. В этот ряд перечисления входят следующие позиции. Определение содержания понятия региональная инженерная геология как третьего научного направления инженерной геологии и добавлю главное, учитывающий все типы задач и типы систем, изучаемых ею, чего ранее не было. Совершенствование содержательного и логического аспекта терминологической базы региональной инженерной геологии. Уточнение содержания понятия фактора инженерно-геологических условий и факторов формирования инженерно-геологических условий и взаимосоотношений. Обоснование научного положения инженерно-геологических условий система открытая. Четкая формулировка научных содержательных и прагматических задач региональной инженерной геологии. Формулировка новых задач региональной инженерной геологии в связи с установлением новой парадигмы в геологии. Морфологические доказательства влияния генетических и постгенетических факторов и современного пространства положения грунтов и сложенных метод на их состав, состояние и свойства. Обоснование введения в общую классификацию грунтов нужных грунтов по самостоятельному классу, наряду с классом скальных грунтов и классом диспешных грунтов. Разработка классификации грунтовых точек как региональных тел, учитывающих состав слагающих грунтов и их современное состояние. Разработка методики отражения на картах и составления карт грунтовых точек крупных региональных районов страны. Постановка вопроса необходимости перехода в характеристики региональных инженерно-геологических исследований, формации, выделению и анализу формации инженерно-геологических формаций и теоретического обоснования их содержания. Обоснование необходимости выделения инженерно-динамической классификации геологических процессов, незворотных процессов с подразделением их на криогенные и посткриогенные и реализации этого положения. Морфологические доказательства зональности распределения функций современных инженерно-геологических процессов, интенсивности их развития, что впервые сделал Николай Иванович Николаев, тогда занимавшийся вопросами инженерной геологии, а потом вопросами новейшей тектоники. Морфологическое доказательство зональности инженерно-геологических условий континента заявление причины и обоснования. Обоснование формулировки общего закона региональной инженерной геологии. Обоснование нового содержания структуры инженерно-геологического равнения. Новой систематики его методов и логических правил выполнения. Разработка нового порядка инженерно-геологического района крупных территорий, основана на анализе закономерности пространственной длины инженерно-геологических условий, обусловленных современным сочетанием региональных и зонально-геологических факторов. Создание монографии «Инженерная геология СССР», первое и второе издание, в котором был обобщен огромный фактический материал и частично уточнены новые теоретические разработки. Публикация в конце второго этапа первых обзорных схем инженерно-геологического района СССР и Земли, основанных на совместном учете региональных и зональных факторов инженерно-геологических условий. Создание монографии «Инженерные ВЗОС» 1989 год как предвестнику новых задач и проблем дальнейшего развития региональной инженерной геологии. Не имея возможности охарактеризовать всего ограниченного объема текста докладов и времени докладов, эти позиции отмечу, что они не только выделены и описаны авторами, но обобщены в серии монографических работ. Большая часть последних опубликована уже во время третьего этапа развития инженерной геологии. Основные из них приведены в списке литературы. Забегая, скажу, что основная
Часть этих публикаций осуществлена сотрудниками кафедры инженерно-экологической геологии Московского государственного университета. Выдать содержание этого ряда впечатлений теоретических позиций. Без названных теоретических разработок второго этапа не было бы современного теоретического базиса региональной инженерной геологии. Для инженерной геологии была бы совершенно иной, так бы и осталась на позиции 50-60-го года. Третий этап развития региональной инженерной геологии происходит в совершенно иных условиях. Начался период распада Советского Союза, затем новых социально-экономических условиях. Региональные экспедиционные работы до сих пор не в почете. Главной задачей этого времени – осмысление и обобщение огромного накопленного материала не только по территории Северного полушария, но и Земли в целом. И в этих направлениях уже получены новые результаты. Число таких результатов, в которых выдвинуты новые идеи, несут в первую очередь разработку принципиально нового учения об инженерно-геологических структурах, 4 уровня которых обособлялись на основе одновременного учета региональных и зональных геологических факторов и классификации, определения их логического и фактического многообразия на Земле, парагенетических структур и их отражения в обзорных схемах всех континентов Земли. И напомнил, что заслуга огромная в этом принадлежит Татьяне Ивановне Аверкиной. Итог этих позиций. Монография Трофимова, Аверкина и Спиридонова «Инженерно-геологические структуры Земли», опубликована в 2001 году. В 2002 году была опубликована монография «Зональность инженерно-геологических условий континента Земли». В ней проведены исследования по этой тематике, которые проводились с начала 70-х годов ушедшего века. Третья работа Трофимов-Аверкина, монография «Теоретическая основа региональной инженерной геологии на Восточном крае», которая характеризована в связи современных представлений объект, предмет и структуры региональной инженерной геологии, факторов формирования и изменения инженерно-геологических условий, существующие подходы к классифицированию объектов региональной инженерной геологии, представление об инженерно-геологических структурах, а также научный метод региональной инженерной геологии. Всестороннее более полное исследование развития рассматриваемого направления инженерной геологии выполнено в монографии «Региональная инженерная геология. Двоеточие. История развития и теории и методологии». Я ввел 384 страницы формата А4. Не характеризовано развитие всех 3 периодов развития региональной инженерной геологии. Оценены работы по изучению глобальных особенностей инженерно-геологических условий. Подтверждая идею Трофимова о том, что изучение глобального многообразия инженерно-геологических объектов важнейшая задача задать не только региональную инженерную геологию, но и инженерную геологию в целом. Мы решили трансформировать инженерную геологию в науку геологического цикла, исследующий глобальное многообразие инженерно-геологических объектов, закономерности и формирования пространственно-временного изменения под воздействием природных и антропогенных, современных и прогнозируемых геологических процессов в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человечества. В заключение отмечу 2 принципиально новых хронографических произведения, созданных сотрудниками кафедры инженерной экологической геологии и экологического факультета Московского университета. Первая из них – инженерная геология, история, методология и нумерологические основы, опубликована в 2016 году профессорами Королевым и Трофимовым. Второй проект – монография инженерной геологии России в 3 томах под редакцией докладчика вашего. Том первый «Журнал России», вышедший в 2011 году, том второй «Инженерная геология по территории России». И том третий «Инженерная геология структуры России».
все эти произведения, обложки и переиздания. В каждом из этих произведений рассмотрены вопросы развития и современного состояния теории региональной инженерной геологии. Материалы тома монографии инженерной геологии в России представлены новые с точки зрения теоретического содержания и характеристики инженерно-геологических структур разных уровней. Литературу повторять не буду, пролистну и скажу вам до свидания. Если вытерпели, может быть, эта публикация из списка литератур можно понять, что региональная инженерная геология в течение второго этапа сделала громадный шаг вперед, а на основе этих идей развилась общая теория инженерной геологии. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей. И заключительный пленарный доклад ведущего научного сотрудника Института геоэкологии имени Сергеева Российской академии наук Ольги Николаевны Деревной. Вклад академика Евгения Михайловича Сергеева в развитие региональной инженерной геологии. Пожалуйста, Ольга Николаевна. Доброе утро, коллеги. Меня слышно в этом микрофоне? Попробуйте еще. Доброе утро еще раз. Слышно, да? Уважаемые коллеги, для меня сегодня большая честь выступить на этой юбилейной конференции, посвященной 110-летию академика Евгения Михайловича Сергеева, рассказать о его вкладе в развитие региональной инженерной геологии. Значит, этот доклад подготовлен коллективным автором, с ближайшими учениками и коллегами Евгения Михайловича. Это Виктор Иванович Мосиков, Антонина Сергеевна Герасимова, Дарья Вагановна Шумян. Конечно, будучи непосредственными участниками тех событий, о которых пойдет речь, они могли бы рассказать гораздо более ярко и интересно, делиться своими воспоминаниями, и поэтому на мне лежит сложная задача. Я заранее прошу прощения за возможную неточность в изложении фактов. Свой доклад я скрою на воспоминаниях как самого Евгения Михайловича, так и воспоминаниях его разных коллег и учеников, которые были изданы в материалах сергеевских чтений разных лет, а также вышли в виде отдельных книг. Поскольку в этой аудитории есть люди, которые все-таки уже не знали лично Евгения Михайловича Сергеева, не помню того, я позволю сказать о нем несколько слов. Итак, академик Сергеев, ученый, педагог, организатор науки, государственный общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он был чрезвычайно активным, деятельным человеком, вел очень многогранную деятельность, занимал много высоких постов. Только он был в разные годы, он был деканом геологического факультета, проректором, первым проректором, у него была и такая должность в свое время. А в тяжелых 40-х годах он избирался секретарем наркома МГУ и руководил всей партийной организацией университета, будучи совсем еще молодым человеком. Но несмотря на эту огромную разноплановую науку, главным делом его жизни, деятельности, главным делом его жизни была всегда наука. И начиная с 1954 года, в течение почти 35 лет, он возглавлял кафедру градоведения инженерной геологии геологического факультета МГУ. И под его руководством кафедра стала бесспорным лидером этого направления в стране и центром всемирно признанных научных школ. Евгений Михайлович был талантливым педагогом, он читал ряд выступлений, опубликовал более 500 научных трудов, в том числе фундаментальные учебники о градоведении инженерной геологии. За 40 лет под его руководством было защищено 75 кандидатских диссертаций и 12 докторских. Среди его учеников граждане не только России, но и зарубежных стран. При этом хочу сказать, что 25 защищенных диссертаций, то есть 1/3 от общего количества, была связана именно с вопросами региональной инженерной геологии. В развитии региональной инженерной геологии Евгений Михайлович выделял 3 этапа, как это прозвучавшее в предыдущем докладе этапы, на тот период, как он выделял. И второй этап, начавшийся после Великой Отечественной войны, он связывал именно с развитием и становлением региональной инженерной геологии как третье и неотъемлемое направление этой науки, которое
процессы территории. Именно в этот период, в ответ на требования времени, необходимости послевоенного восстановления народного хозяйства, освоения природных ресурсов нашей большой территории страны, на кафедре грунтоведения по инициативе и под руководством Евгения Михайловича развернулись очень крупномасштабные региональные экспедиционные исследования, которые имеют важное народно-хозяйственное значение. Вот перечень основных экспедиций кафедры, инициатором, научным руководителем, а в ряде случаев начальником и непосредственным участником которых был Евгений Михайлович Сергеев. Я начну свой рассказ о Рахмунской экспедиции, организованной в 1950 году. Это была первая крупная экспедиция кафедры, тогда еще кафедры грунтоведения. Надо сказать, что несмотря на совсем еще молодой возраст, в том году Евгений Михайлович исполнилось 36 лет, это возраст молодого ученого по нынешним меркам, уже тогда его авторитет в геологических кругах был настолько велик, что именно к нему обратился главный геолог проекта с просьбой провести инженерные биологические исследования песков вдоль проектированной трассы главного Туркменского канала. Согласно утвержденному Сталином проекту, этот канал должен был соединять два моря, Каспийское и Аральское, быть судоходным помимо навигационных целей и на 500 протяжении 500 километров соединять и проходить в песках. Поэтому перед экспедицией ставили задачи оценить водопроницаемость песков, разработать методы ее уменьшения и оценить устойчивость грунтов, песчаных грунтов как подхода. Евгений Михайлович взял на себя обязанности начальника экспедиции и возглавил сам лично маршрутный отряд. Тут надо упомянуть, что Евгений Михайлович был инвалидом Великой Отечественной войны, в 1943 году он потерял ногу под Таганрогом в боях. Но к этому времени он не смог отказаться от исцеления, освоил процесс и смог вернуться к полноценным боевым экспедиционным работам. В Рахмунской экспедиции принимали участие многие сотрудники, аспиранты, студенты кафедры, большинство которых впоследствии защитили кандидатские диссертации по материалам этой экспедиции. Интересный факт, что первой диссертацией, защищенной под руководством Евгения Михайловича Сергеева по материалам этой Рахмунской экспедиции, была диссертация Галины Алексеевны Куприной. А ее защита, это была первая защита большой геологической аудитории штата-Одессы, только что построенным на открывшемся здании на Норильской горе. В результате исследований был детально изучен процесс акклиматации песков, установлен ряд новых закономерностей поведения откосов, а также был предложен новый, более научно обоснованный вариант трассы. Однако после смерти Сталина строительство Рахмунского канала было приостановлено, потом проект был полностью пересмотрен, но тем не менее выполненные исследования внесли существенный вклад в развитие грунтоведения, инженерно-геологического изучения песков. Сразу после завершения работ в Рахмунской экспедиции в 1954 году тот же гидропроект обращается вновь к Евгению Михайловичу Сергееву, который тогда уже был заведующим кафедрой грунтоведения инженерной геологии и деканом геологического факультета, начать работать в Западной Сибири. Ставила задача составить крупномасштабные инженерные геологические карты по долинам рек Оби и Иртыша с целью оценки возможностей их гидроэнергетического использования и выбора спор будущих ГЭС. Это была сложная для кафедры работа. Вот, как вспоминает Евгений Михайлович, огромная территория, более 3,5 миллионов квадратных километров, разнообразие природных условий, наличие многолетней высоты на севере и степей, развитых на мощных посадочных лесах на юге, интенсивная заболоченность, слабая геологическая изученность и полное бездорожье. Вот как он писал, мы понимали, что трудности впереди большие. Все же решили взять на себя инженерно-геологическое картирование долин Оби и Иртыша. Уж очень это было много и интересно. Итак, Евгений Михайлович становится научным руководителем Омской экспедиции, научным консультантом по его просьбе стал Сергей Сергеевич Морозов, начальником был назначен Сергей Сергеевич Поляков. К работе этой экспедиции были привлечены многие сотрудники аспиранты кафедры. Это был первый опыт комплексной работы. В работе экспедиции участвовали сотрудники смежной кафедры грунтоведения, а также специалисты-географы. За 9 лет работы этой экспедиции были получены важные результаты, изучено геологическое строение для реки Оби, инженерные геологические свойства грунтов, современные геологические процессы, а также впервые было проведено
инженерное биологическое районирование на дальнем опыт и нижнем течении, применительно к возможному гидротехническому строительству. Однако в 1961 году к Евгению Михайловичу обращается начальник Тюменского биологического управления с просьбой расторгнуть договор гидропроекта, приступить к более перспективным, с его точки зрения, работам по площадному мелкомасштабному картографированию инженерно-биологическому всей территории Западной Сибири, которая была совершенно не изучена в этом отношении. Действительно, он отказался проводить работы, которые были востребованы, поскольку буквально через несколько лет в Западной Сибири были открыты крупнейшие месторождения нефти и газа, и началось мощное промышленное освоение этого региона. Итак, в 1964 году на кафедре были организованы две экспедиции под общим научным руководством Сергеева. Тюменская, которую возглавил Виктор Вячеславович, и Западно-Сибирская, под руководством Антонины Сергеевны Герасимовой. Это были очень крупные комплексные работы, в которых принимали участие выпускники, сотрудники, аспиранты, студенты разных биологических факультетов, а также разных факультетов, почвоведы, географы, геоботаники. Ежегодно в поле выезжало до 30 студентов и аспирантов в Западную Сибирь. Еще особенностью этой экспедиции было то, что впервые для изучения огромной труднодоступной территории наряду с маршрутными исследованиями начал широко применяться дистанционные методы, анализ аэротоснимок. Именно там, в Западной Сибири, была разработана и внедрена методика ускоренного инженерного и биологического картирования труднодоступных районов. Надо сказать, что материалы инженерной биологической съемки очень оперативно передавали заказчикам и тут же находили практическое применение. Работа по инженерно-биологическому картированию Западной Сибири заняла Евгения Михайловича его проект 18 лет. И в 1972 году комплект уникальных мелкомасштабных карт был издан вместе с объяснительными записками. Однако в целом работа по Западной Сибири силами 3 экспедиций продолжались почти 40 лет до 1992 года. Среди уникальных результатов работы экспедиции надо отметить еще, что наряду с комплектом впервые составленных мелкомасштабных инженерных, биологических и ряд других специальных карт на всю территорию Западной Сибири, там была впервые составлена карта грунтовых толщ масштаба 1/500-тысячная, которая оказалась более понятной и очень востребована проектировщиками. В результате работ по Западной Сибири был сформулирован ряд новых теоретических положений региональной инженерной биологии, созданы научные основы типизации территории с учетом природных, региональных и национальных факторов. В целом, эта работа заложили методические и теоретические принципы инженерно-биологического картографирования больших крупных регионов. И, конечно, послужили мощным толчком в развитии региональной инженерной биологии. По материалам Западно-Сибирской экспедиции только под руководством Сергеева 15 человек защитило кандидатские диссертации. Наибольших успехов достиг Виктор Вячеславович, который в 1977 году защитил докторскую диссертацию и стал признанным лидером научных исследований по этому региону. Работы по Западной Сибири были высоко оценены государством. Многолетние плодотворные исследования, внесшие большой вклад в освоение этого региона и разработку теоретических основ региональной инженерной биологии, в 1976 году Евгений Михайлович был удостоен высшей награды Московского университета, премии Ломоносова первой степени. А годом позже, в 1977 году, ему и основным исполнителем работ Баулину, Герасимову, Ершову и Трофимову была присуждена государственная премия СССР. Кроме работ по Западной Сибири, на кафедре под руководством Евгения Михайловича организовывались другие экспедиции в других регионах страны, которые сказать просто невозможно во всех. Это были очень интересные исследования вдоль долины Литьяну, в конце 50-х годов силами советских и китайских специалистов, мелкомасштабные исследования в начале 60-х годов в территории Восточной Сибири. Последняя экспедиция, которую руководил Евгений Михайлович, была экспедиция в надежные зоны РСФСР в конце 70-х, в начале 80-х годов. Это была работа по площади исследований и задачи не менее масштабные, чем в Западной Сибири. Были другие экспедиции, конечно, все они существенно обогатили теорию и практику региональной инженерной биологии. Характерными чертами, подытожив рассказ экспедиции, хочу сказать, что характерными чертами всех экспедиционных работ, как вспоминает коллега Евгений Михайлович в своих воспоминаниях, было то, что все экспедиции, которые выполняла кафедра, были связаны с самыми крупными и наиболее актуальными народохозяйственными проектами страны. Это были комплексные
специалистов разных кафедр геологического факультета, других факультетов МГУ, а также специалистов других организаций. Как писал Дарья Вагановна Шумян, без такого творческого сотрудничества расцвет нашей науки был бы невозможен. И все наши пенсионные работы доводились до конца в научном плане, завершая выпуском, обобщением, выпуском монографий, обобщением, систематизацией накопленного материала, переданием карт, защитой диссертации. Наиболее уникальным и грандиозным из таких обобщений является, конечно же, монотонная восьмитомная монография «Инженерные геологии СССР». По воспоминаниям Дмитрия Евгеньевича Зиленко, идея создания такой монографии пришла Евгению Павловичу после того, как на карте накопился огромный фактический материал по инженерной геологии разных регионов страны, который был получен в результате больших исследований. И тогда появилась возможность реализовать идею Ивана Васильевича Попова о создании фундаментальной монографии инженерной геологии СССР. Но потребовался творческий запал и огромный организационный талант Евгения Михайловича Сергеева, который смог с позиции единого методологического подхода дать такую комплексную инженерную геологическую оценку всей территории страны. Евгений Михайлович выдвинул не только саму идею создания такой монографии, он предложил структуру ее построения, организовал и выполнение работы как работы межведомственной, а также он добился, что немаловажно, бюджетного государственного финансирования, будучи проректором университета в те годы. Причем он добился финансирования не только для университета, но и для всех задействованных в выполнении работ организации. И вот в 1970 году был опубликован приказ министра геологии Ускоренко о составлении монографии инженерной геологии СССР. Была назначена исполнитель монографии, которая координировала всю работу по единому плану, в которой вошли все редакторы КАМУ и ряд ведущих специалистов научно-производственных организаций. Евгений Михайлович Сергеев был назначен главным редактором всей монографии, также редактором второго тома по Западной Сибири. Он был автором и соавтором 12 глав раздела. Монография состоит из 8 томов. Каждый том монографии посвящен какому-либо региону, причем выделение этих регионов, соответственно, тому основывалось не на территориально-административном подходе, а на структурно-тектоническом. Помимо редакторов каждого тома, так называемых вертикальных редакторов, были еще и горизонтальные редакторы, редакторы по отдельным темам, научным вопросам и так далее. Монография строилась по единому плану. Каждый том состоял из 3 разделов. Сначала описывалась история геологического развития региона и ее влияния на формирование инженерных геологических условий. Потом давалась комплексная инженерная геологическая оценка таксонов более низкого уровня. И в 3-м разделе впервые для всех регионов СССР был систематизирован и обобщен опыт строительства на этих районах и показано влияние хозяйственной деятельности на изменение геологической среды. В монографии, как я сказала, участвовал огромный многонациональный коллектив авторов. Более 300 человек участвовало в написании. Из разных ведомств и разных союзных республик. Конечно, в организации такой работы появился блестящий организационный талант Евгения Михайловича, умел руководить большим творческим коллективом. Работа над монографией продолжалась 5 лет, и в 1975 году все 8 томов были изданы. Монография стала незаменимым справочным пособием для геологов практик современного поколения. Она вызвала большой интерес за рубежом, как образец такого уникального научного обобщения, которое не имело аналогов в мире. И правительство научной общественной страны также высоко оценило эту монографию. И в 1982 году сама монография была удостоена Ленинской премии. А персональными лауреатами стали Сергеев, Иван Васильевич Попов посмертно, Комаров и Чудинов. При этом надо сказать, что Евгений Михайлович очень сожалеет о том, что далеко не все достойные авторы монографии попали в число персональных лауреатов. Ну и в конце я хочу остановиться, сказать два слова еще в одном проекте Евгения Михайловича, который был реализован в области региональной инженерной геологии. Это была идея в области того, чтобы перейти к глобальному обобщению инженерных геологических условий всей Земли на основе оригинальной цивилизации инженерных геологических установок, которая была разработана в ученицы Софьи Борисовны Решетки. Эту идею Евгений Михайлович смог реализовать, занимая пост
президента Майи. И в 1980 году в Париже на заседании Совета этой международной организации Евгений Михайлович выступил с предложением создать такую международную монографию по инженерной геологии, объединенными усилиями ученых всего мира. И хотя подобный масштаб работ был нов, неожидан, энтузиазм его был подхвачен коллегами и было вынесено единогласное решение создать капитальный труд аж в 15 томах по всем разделам инженерной геологии. Главным редактором монографии был назначен английский ученый профессор Дирман. Но, к сожалению, грандиозный замысел остался неосуществленным. Книга вышла, но по ряду причин гораздо меньшего объема, чем предполагалось изначально. Из-за финансового кризиса первоначально оговоренное финансирование за рубежом также оказалось несуществимым. И только благодаря усилиям Евгения Михайловича Сергеева в 1989 году эта книга вышла в издательстве «Наука» на английском языке под редакцией Сергеева, Дирмана и Шибаковой. Авторский коллектив включал 30 специалистов. Некоторые главы были написаны учеными из Англии, США, Чехословакии, Австралии. Главными авторами советской стороны были предпочитатели Борис Клешова, Иосиф Моисеевич Чуваченко из Грузии, Леонид Александрович Мавлянов из Узбекистана, Игорь Сергеевич Комаров и Нина Сергеевна Красилова. Вчера монография разошелся по всему миру. В 1990 году в Амстердаме на конференции, посвященной 25-летию Майи, следующий уже ее президент Оуэн Вайт из Канады назвал эту книгу одним из главных достижений этой ассоциации международных за весь период. Конечно, это далеко не те работы в области региональных исследований, которые проводила кафедра под руководством Евгения Михайловича Сергеева. Подытоживая свой доклад, скажу, что этот вклад, конечно, очень велик в развитии региональной инженерии, но в тот период под его руководством это направление оформилось как третье важнейшее направление инженерной и геологической науки и получило вектор своего развития на последующие десятилетия. Это научное направление продолжает развиваться успешно в нашем институте, который был создан благодаря инициативе при больших организационных усилиях Евгения Михайловича. И 2006 год наш институт носит его имя. В нашем институте успешно развиваются все направления, заложенные Евгением Михайловичем Сергеевым. Ну, а нынешняя конференция «Сергеевские чтения», в 20-летие, которое мы отмечаем сегодня, это, конечно, достойное дань уважения этому большому ученому и большому человеку. Мы надеемся, что традиция проведения чтения сохранится. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Николаевна. Я прошу вас остаться на церемонии вручения награды. Значит, как вы знаете, у нас есть медаль имени Евгения Михайловича Сергеева за вклад в инженерную геологию. Сейчас я извините, успокоюсь. На сегодняшний день у нас присуждено и вручено 39 медалей Евгения Михайловича Сергеева за предшествующие годы, года ее учреждения. В этом году жюри присудило 3 медали Сергеева за вклад в инженерную геологию. Medal number 40 is awarded to the President of International Association of Engineering Geology, Professor Vasilis Marinis. Which I hope to deliver him personally to the Roman Proud. Медаль имени Сергеева номер 41 присуждена Левкиной Татьяне Ивановне. Инженерно-экологической геологии Московского университета.
Спасибо.